Я хочу поделиться с вами захватывающим исследованием. Представьте себе, исследователь обращается к Далай-ламе с просьбой предоставить ему 8 лучших монахов, которые ежедневно проводили время в медитации. Эти люди десятилетиями оттачивали свою способность сосредотачиваться, фокусируясь на сострадании, божественности и безусловной любви. Когда этих монахов подключили к сканерам мозга, то при концентрации на сострадании их лобные доли вспыхивали, как фейерверки. Но когда такое же упражнение провели со средней контрольной группой, их лобные доли остались неизменными. Исследователи сделали интересный вывод. Умение сосредотачиваться – это навык, как игра в теннис или гольф. Мозг – это наш инструмент для обработки мыслей, а сознание – это то, что делает мозг. Сегодня мы приготовили для вас практику, на которую уйдет всего 1 минута, но нужно сказать, что она может полностью преобразить вашу повседневную жизнь. Мы часто обнаруживаем себя застрявшими в том же старом распорядке, в той же работе, тех же отношениях, и может показаться, что мы живем в замкнутом круге. Но принципы квантовой физики работают, и мы это знаем. Тогда почему же мы снова и снова оказываемся в тех же самых ситуациях? Все сводится к одному ключевому моменту – осознанности. Осознанность способствует развитию гибкости и нестандартности мышления. Вместо застревания в привычных ментальных паттернах, осознанный человек способен смотреть на ситуации под новым углом и находить оригинальные решения. Это особенно ценно в условиях быстро меняющегося мира, где способность адаптироваться и мыслить креативно становится все более важной. Уделяя всего несколько минут в день развитию этого навыка, человек может рассчитывать на значительные преобразования во всех сферах своей жизни. Но в чем фокус? Если вы можете улучшить работу своего мозга, то кто же будет этим заниматься? Это то самое слово из 8 букв. Сознание. Сознание – это самосознающее, свободное сущее, которое не ограничено телом, мозгом или разумом. Это то, что управляет мозгом, чтобы создавать разум. Наш мозг обрабатывает колоссальные 400 миллиардов бит информации в секунду, но мы осознаем всего лишь около 2000 из них. И эти 2000 касаются только нашего тела, окружающей среды и времени. Но что, если мы сможем направить сознание за пределы тела, окружающей среды и времени? Тогда мы сможем вырваться из рутины и открыть дверь в квантовое поле. Вот где происходит волшебство. Первый шаг к переменам – это осознание бессознательных состояний ума и тела. Многие избегают этого, потому что это требует признания моделей поведения, основанных на страхе, боли, страданиях и агрессии. Эти состояния требуют энергии, которая ослабляет нашу иммунную систему. Когда мы долгое время активируем стрессовую реакцию, это идет в ущерб нашему внутреннему состоянию, и мы становимся более восприимчивыми к внешним воздействиям. Стресс и борьба за выживание выводят нас из равновесия, и это не должно являться устойчивым состоянием. Более того, постоянно воспроизводя в нашем сознании ожидание худшего развития событий, мы играем в опасную игру. Мозг и тело выходят из баланса только из-за мыслей, и это еще больше ослабляет нашу иммунную систему. Давайте глубже погрузимся в эту идею сознания. Это можно сравнить с капитаном корабля, который ведет нас к лучшему образу жизни. Этот капитан – это вы, самосознающее и свободное существо, которое обладает силой менять ситуацию. Когда мы говорим об улучшении работы мозга, это значит давать этому капитану лучшие инструменты для навигации по жизненному пути. Именно сознание берет на себя ведущую роль
И это тот ключ к решению проблем, который мы ищем. Давайте теперь сменим фокус и поговорим о текущей ситуации, в которой мы оказались. Вместо того, чтобы видеть в ней большую проблему, представьте ее как золотую возможность, как незапланированное уединение прямо в комфорте вашего собственного дома, а не в далеком тибетском монастыре. Вы находитесь в своем уютном пространстве, возможно, с любимым пледом и знакомым ароматом дома. Это как перерыв в привычной рутине, возможность выйти за пределы той же старой территории, по которой вы бродили долгие годы. Так почему бы не назвать это возможностью? Дело в том, что когда жизнь преподносит нам неожиданные повороты, это сигнал к тому, чтобы что-то изменить. Это приглашение танцевать под другой ритм. Да, это может казаться немного неопределенным, как шаг в неизведанные воды, но именно там происходит волшебство. Это ваш момент, чтобы принять перемены, попробовать что-то новое, и кто знает, что вы сможете обнаружить в самом себе. Это идеальная возможность для практики внутренней работы. Это создает состояние информации, не связанное с опасностью во внешнем мире, и может укрепить вашу иммунную систему на 23% всего за 4 дня. Вот простая практика, которую вы можете выполнять каждый день всего 1 минуту. Скажите себе следующее. Я не тело. Я не ум. Я не окружающая среда. Я есть сознание. И давайте разберем это по порядку. Я не тело, потому что ваше тело — это инструмент, а не игрок. Я не ум. Ваш ум — это деятельность мозга, а вы — сознание, которое формирует этот спектакль. Я не окружающая среда. Внешний мир не определяет вас. Вы выходите за его пределы. Когда вы говорите это себе, вы смещаете свое сознание от тела, разума и окружающей среды. Вы больше не связаны законами рутины, страха или ограничений. Вы открываете дверь в квантовое поле. В моменты, когда страх кажется постоянным гостем, то, что мы на самом деле ищем, это нечто особенное, выходящее за рамки обычного. Представьте это как ваш личный сигнал к пробуждению, возможность для уединения, прямо там, где вы сейчас находитесь. Давайте теперь поговорим об этой простой практике, которую вы можете выполнять всего 1 минуту каждый день. Это не просто произнесение слов, это открытие двери в новый мир. Вы больше не застряли в той же старой рутине, вы на самом деле меняете то, как вы думаете и что вы чувствуете. Это как если бы вы сказали своему мозгу и телу: мы больше не застряли в том же самом, мы готовы к чему-то свежему, чему-то потрясающему. Ваш мозг — это инструмент, а ваш разум — это то, что он делает. Когда вы улучшаете работу своего мозга, это ваша суперсила, а вы — супергерой. И этой суперсилой является сознание. Мы часто застреваем в обыденности, в том же старом страхе и рутине. Но это шанс вырваться из тени ненормального. Когда вы говорите «я не тело», «я не ум», «я не окружающая среда», «я сознание», вы открываете дверь в новое измерение. Осознанность тесно связана со способностью лучше управлять стрессовыми реакциями. Вместо того, чтобы автоматически впадать в состояние тревоги и напряжения, практикующие осознанность учатся распознавать признаки стресса и сознательно применять методы его снижения. Это не только улучшает психологическое состояние, но и благотворно сказывается на нашем физическом здоровье. Это ваше путешествие, и вы капитан. Говоря эти слова, вы отправляетесь в неизведанные воды. Вы не знаете, куда это приведет, но одно известно точно –
это приключение. Так что, друзья, примите сверхъестественное в себе, примите этот одноминутный вызов и посмотрите, как он превратит ваши будни во что-то экстраординарное. У вас все получится.